ну, какой-то странник. В общем, турист. Всем привет! Жарким летним днем я отправился в город Дмитров. Познакомимся с городом, пройдем по его улочкам, побываем в Кремле, взберемся на его валы. Всем хорошего настроения и приятного просмотра. Погнали! Друзья, я уже на Савеловском вокзале города Москвы и еду в город Дмитров. Немного давайте расскажу истории про этот вокзал. До 1912 года вокзал назывался Бутырским и построили его в 1902 году. Рядом находится Миусская площадь и застава. От Москвы до Дмитрова можно добраться как на электричке, так и на автобусе. Я сегодня еду на электричке. И время в пути составит где-то 1:35. А стоимость по карте «Тройка» именно с этого вокзала 176 рублей. Если покупать билет, то что-то там около 230 рублей. И сама же железнодорожная ветка, линия от Москвы до Савелова, это станция в городе Кимры Тверской области, была построена где-то в 1900 году. В дальнейшем планировали продлить ветку до Калязина, Углича и Рыбинска, но не вышло. Во всех этих трех городах мы уже с вами были. Я снимал видео, поэтому кто не смотрел, переходите. Ну а мне нужен 9-й путь, и я жду свою электричку. Смотрите, какие интересные поезда. Все разные. Этот Иволга больше похож на какую-то, не знаю, кря-кря. Утка. Утконос. С этой стороны тоже вот другие морды. Тот крайний, наверное, старый, где Дмитров написан. Все, жду свой поезд и отправляемся в город Дмитров. Ну что, ребят, добрался я до города Дмитров. Это железнодорожный вокзал, который был открыт в 1901 году. Но пассажиры по этой ветке стали передвигаться только с 1902 года. И по ходу движения паровоза была построена вот эта вышка. Здесь они заправлялись водой. Правильно она называется водонапорная башня. И вот в той стороне, куда я показываю камеры, белое здание, там уже идет автовокзал города Дмитров. И во время Второй мировой войны здесь ездил бронепоезд НКВД. Кстати, слева от здания, это вот во внутренней части, там где платформы, есть даже памятная табличка. Согласно истории, город был основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким. И город получил название Дмитров после того, как его сын получил второе имя после крещения, Дмитрий. Назвали его в честь святого Дмитрия Солунского. Вот он как раз таки стоит спиной, памятник на кольце. Вокзал у меня с правой стороны остался. И вот этот Дмитрий Солунский является небесным покровителем города Дмитров и его жителей. Сам же Дмитрий родился в 3 веке в Римской империи. И мы с вами идем в сторону центра. Центр, по-моему, в той стороне у меня. Так что гуляем сегодня по городу и посмотрим Дмитровский Кремль. Там тоже сохранились валы, церкви, есть старинные особняки, здания. И все это в центре города. На улице сегодня градусов 32, жара. Просто ужасная. В поезде хорошо работали кондиционеры, но в конце, уже подъезжая к городу, отключили и стало прям сразу жарко, духотища. В поезде можно приобрести всякие разные товары, от таблеток до разнообразных кремов. И вообще там, знаете, такое ощущение, что там какие-то нанотехнологии. Крема из
каких-то гусениц, из муравьев, из, не знаю, чуть ли не из тараканов. В общем, можно приобрести все, что угодно. Песни пару раз пели. В общем, весело ехать. Какой дом там с синими вставками, многоэтажный. И по факту все. Вот впереди меня уже виднеется Кремль. Но мы начнем не с него, а пойдем как бы вглубь немножко города. Хочу начать с другого места. А Кремлем мы с вами закончим прогулку нашу. Также город является городом воинской славы. Центр китайского массажа Чаншо. Еще в городе вот такие установки. Здесь можно купить питьевую воду. Свежая, вкусная, полезная. Вот купюры 10, 50, 100 принимаются. 20 рублей 5 литров. 4 рубля за литр получается, да? Наверное, с водой в городе не очень, раз такие питьевые установки. В принципе, во многих подмосковных городах я такие установки видел. Поэтому это для меня не новая штука. Самолет летит. Это маленький прям. То ли спортивный, то ли что. Я решил пройти дворами. Так будет быстрее. Заодно посмотрите, как живут люди в городе. Думаю, ничего нового вы для себя здесь не увидите. Все как и везде. Подмосковье плюс-минус одно и то же. Везде все одинаково. Каждый, наверное, из вас увидит свой город. Ну, что-то похожее. То, что и в вашем городе. Аллея зеленая. В той стороне школа. Деревьев вроде много. Такой зеленый достаточно. Ну, по крайней мере, здесь, где я иду. О, необычная какая пятиэтажка. Такие балконы ни раз не видел. Вот посмотрите, детская площадка. Страшная детская площадка. О, есть двухэтажные дома. Прям совсем старые, видимо. Это что за здание такое интересное из красного кирпича? А с этой стороны у жителей, видите, огороды. Своя территория. В общем, пока я иду, как бы кажется, что я иду все вверх и вверх. А вот туда уже дорога пошла вниз. Здесь какой-то прям отряд-октябрят. Смотрите, они прям со своими футболками фирменными. Не знаю, кто это. Ой, как шумно. А здесь уже синие, желтые, разные футболки. Что это за школа, не знаю. Ох ты. От жары, привет. Поливают их, видите ли. Реально очень жарко. Вы, наверное, скажете, я сумасшедший в 32 градуса поехал снимать. Но стоит лето, и как бы глупо было терять такие дни. Я просто не успел на первые 2 электрички. Вчера поздно лег спать, поэтому проснулся тоже позже. И что-то, не захотелось мне ехать с утра. И в итоге я поехал на 11:47, по-моему, 12 часов. И уже было жарко.
было еще желание не ехать, но я уже второй раз откладывал поездку в этот город, поэтому решил все-таки ехать. В метро еще когда ехал, о, смотрите, здание банка. В метро еще когда ехал, в вагон, в который я зашел, совсем не работал кондиционер. Думаю, наверное, это знак, надо выйти. Уже организовать поездку себе в третий раз. Ну, поехать. Вышел, дождался следующего поезда, сел, там работал кондиционер, думаю, ладно, наверное, все-таки надо ехать. Так, и мне нужно по факту перейти на ту сторону. Сейчас перейдем на ту сторону. И, скорее всего, я пойду как раз туда, направо. И Кремль у меня уже в той стороне, внизу будет. Ребят, вот к этому зданию я шел. Это здание Дмитровского драматического театра. Такое прям величественное здание. И оно как бы заканчивается улица на нем. Ну, хотя нет, она идет налево. Но такое, вы знаете, центральное здание. Вот оно здание. Вот так позади меня все выглядит. И вот я сейчас иду в той стороне Кремль, только на правой стороне дороги, на противоположной. И пойдем тогда уже в сторону Кремля. На той стороне вот это зеленое здание, это музей-заповедник Дмитровский Кремль. Там же, где зеленая зона, видите, перед зданием. Хотя надо, наверное, туда перейти, посмотреть, что там. Там вроде какие-то фигуры должны быть. Множество разных фигур. Вот такой транспорт общественный ездит в городе. Прям старенький. Может, конечно, и посвежее автобусы есть, но пока я вижу вот эти маленькие. Да, давайте я, наверное, сейчас на ту сторону перейду. И прогуляемся там. В общем, я решил пока по этой стороне пройтись. Потом уже перейду на ту сторону и пройдем мимо этого здания по той стороне, по правой. А вот с левой стороны Загорская, 38. Вот это деревянное здание. Буду говорить номер адреса. Чтобы вам проще было ориентироваться, если вдруг вы поедете и захотите посмотреть все достопримечательности, которые я вам покажу. В общем, вот этот дом графини Милютиной. Построили его в конце 19 века. Сама графиня занималась благотворительностью. И в этом доме она устроила детский приют. Да, здание, конечно, мягко сказано, не в очень хорошем состоянии. В общем, в одной стороне дома жили мальчики, а в другой стороне девочки. Они тут же и учились, и проживали. После революции в этом доме уже находился музей. А мы сейчас как раз таки обойдем этот дом со всех сторон. Вот такой дом, и он заброшенный. А вот здесь сейчас выйду. Дверь открыта. Но с той стороны еще одна дверь. Окна повыбили, смотрите. Занавески висят. Цветы высохли, прям вижу, сухие уже. Давно, наверное, забросили это здание. Подвал, видите, тоже открыт. Ну, как это, окна открыты, разломано все. В общем, Загорская, 38. Дом пока еще стоит. Вверху вижу вот уже над окном щели. Рама отходит. Имеется табличка тоже памятная, но толку от нее никакого, если само здание разрушается. Вот это прям центральная площадь такая.
Здесь торговый центр «Малыш». А нам надо будет пройти как раз таки вовнутрь, налево. Что-то «Малыш» тоже не в очень хорошем состоянии. Да, на той стороне. Ладно, не буду пока про ту сторону, мы туда в любом случае пройдем. Поэтому давайте-ка зайдем вот сюда в арку. Здесь должен быть музей Кропоткина. Если я не ошибаюсь, точно здесь должно быть. Возможно, вот это деревянное здание коричневого цвета. Так, как туда пройти? Наверное, вот с этой стороны. Он, как бы видите, спрятался такой внутри двора многоэтажных домов. Справа многоэтажки, слева многоэтажки. Детская площадка маленькая. Да, вот он. Дом-музей Петра Кропоткина. В общем, этот музей посвящен жизни и деятельности вот этого русского революционера-анархиста. Сам дом был построен в 1898 году. И он принадлежал раньше графу Алсуфьеву. А сам Кропоткин здесь жил с 1918 года, и здесь же он скончался. Вот здесь сразу видно, что в этом доме музей, потому что он в хорошем состоянии. Не уверен, конечно, что крыша такая была. Скорее всего, это уже в наше время все переделали. В сам музей я не пойду. Просто вот показал вам, где он находится и что он есть. Табличка имеется, вот видите, тоже. Крупнейший русский ученый, географ, историк и философ Петр Алексеевич Кропоткин. Вот кто-то ходит в музей еще. Все, давайте сейчас тогда я перехожу на ту сторону дороги, вернусь на светофор и начнем прогулку по правой стороне дороги. Это у нас, по всей видимости, Петр и Феврония. Колокол. Небольшие площадки вот там. Скорее всего, похоже для того, чтобы костер можно развести было и сидеть там. Круг. Может быть, я ошибаюсь. И пойдем посмотрим, что вот это за скульптура. Похоже на сову. Сова держит, расправила крылья. Ага, а тут совята маленькие. Мама сова спрятала своих детишек под своими крыльями. И выходим сейчас на дорогу и пойдем вот к тому зданию с правой стороны, который закрыт фальшфасадом. Это адрес Кропоткина 85. Кропоткинская 85. Так правильно. В общем, это когда-то был особняк купцов Клятовых. И построили его в 19 веке. В первой половине 19 века. В наше время уже он неоднократно горел. Сейчас, видите, поставили такой фальш-фасад, и следы пожара у нас на втором этаже. Но я смог найти фотографии старые, поэтому прикреплю, посмотрите, как он выглядел. И сразу же с правой стороны должен быть еще один особняк. Отсюда не видно. Ну, сейчас пройдем. Так, здесь у нас небольшой рынок. Я прошел, кстати, вот по той улице, ушел вон в ту арку и к музею Кропоткина. И сейчас мы пойдем с вами направо. Картофельные чипсы, фрукты. Ух, вкуснотища, короче. Здесь что-то вроде рынка. То ли его разбирают, то ли наоборот собирают.
Да, жалко, конечно, что особняк просто закрыли и работы пока... Ох ты, а тут тоже. Тут тоже, в общем, сгорел особняк. Да, печально. В общем, здесь, на этом месте, раньше когда-то стоял дом Новоселова. Его построили в 1842 году. На этой улице вообще было несколько домов, которые принадлежали этой семье. Но до наших дней сохранился только вот этот. Ну как сохранился? Ну, линку я так отправлял. Вот так он сохранился. Сгорел. Сейчас просто закрыли фальшфасадом. И все. Кропоткинская, 83. В общем, печальная картина. С этой стороны был вход. Также работы никакие не ведутся. Может, конечно, запланированы, но обычно, когда планируют работы, на фасаде где-нибудь табличку ставят, что работы будут проводиться в такой-то, такой-то период. Но здесь, скорее всего, ничего не будет проводиться. Как бы вообще не снесли. Да. Ну а вот, в принципе, еще одни скульптуры. И вот вторая скульптура. Там уже лось с лосенком. Детская площадка небольшая. Виднеется валы Кремля, церковь. А мы с вами пройдем сейчас вон к тем скульптурам. Я уже вижу их. Посмотрим. Там такие... Так, штук 5, наверное, скульптур всяких разных. Вот такая площадь. С правой стороны кафешки. Раз, два, три, четыре, пять. Да, 5 скульптур вижу. Вход в сам Кремль. Вот здесь. Но он не один. Это первый. С той стороны еще один. И на противоположной еще один. Также на эти валы можно подняться. Что мы с вами и сделаем в конце. Так, это у нас кому памятник? Скульптура горожане. Вот так выглядели горожане. С правой стороны. Вот что-то подобное было в Угличе. Тоже там барин со своей дамой стояли. Часы у него там. Сундучок какой-то. Вот здесь можно приобрести всякие вещицы. Здравствуйте. В общем, ребят, вот такая площадь. А вот на этом месте когда-то стояли Егорьевские ворота впереди. Понятно, сейчас их нет. Не сохранились до наших дней. Это у нас дама. Вот здесь написано. Учительница гимназии. Это учительница гимназии. Посмотрите, у нее тут птички. Так, а это у нас кто? Ну, какой-то странник. В общем, турист. Турист. Как оригинально смотрятся вот эти домики. Вот этот. Вот тот, где кафе. В той стороне, знаю, стоит с левой стороны как раз таки музей лягушки. Это у нас дама с котиком. Тоже не подписано. Ну, видимо, идет с рынка, купила всяких вкусняшек и идет домой. Ребят, я на Советской площади. Памятник Ленину. Здание администрации города. Раньше в нем находилась гостиница, а после революции уже расположился совет рабочих депутатов. Это у нас Советская площадь. С левой стороны торговые центры, огромная площадь, фонтаны, памятник Юрию Долгорукому, Кремль, валы кремлевские. С той стороны мы с вами пришли. И пойдем сейчас к памятнику вдоль фонтанов и уйдем туда, вот к воротам. Там, кстати, часовня Александра Невского. И через ворота там стоят, и через них войдем уже в Кремль.
Здесь тоже можно зайти, но хочу зайти через ворота. Памятник прям огромный, видите, он так рукой показывает. По истории он находился здесь, то ли в походе, то ли где. И как раз таки родился у него сын. И он говорит, нам как бы памятник говорит, вот здесь построить надо город в честь моего сына Дмитрия. И вот так он как бы указывает нам. Потому что, видите, город в той стороне как высота, здесь у нас низина идет. Сам Кремль расположен просто по факту чуть ли не в низине. Обычно строили на возвышенности, а этот как бы на ровном месте, даже вот низина, видите, в ту сторону как бы спуск идет. Ой, как я завидую этим детям. Я бы сейчас с удовольствием бы тоже сюда бы занырнул. Классно, вообще классно. Пацаны тоже довольны, бегают. Серьезно, такая жара. Хоть бросай все, иди вместе с ними, купайся. Вот это они классно придумали. Эти прям рассели, смотрите. Лежат, кто-то лежит, кто-то сидит. Класс. Я бы с удовольствием бы. Но мне нельзя, я для вас видео снимаю. Здесь у нас торговый дом Дмитров. Здание тоже такое прям мощное. Колонны как бы такие встроены в само здание. Вон уже появилась часовня и вход в Кремль. Людей, кстати, смотрите, как много. Там у нас дети, а это, наверное, родители ждут, пока дети накупаются. Кто-то под деревьями сидит. Ну да, в такую жару только под деревьями сидеть. Я еще не был на территории Кремля, поэтому заходить буду вместе с вами. Вообще Дмитров для меня новый город, где я тоже ни разу не был. Это у нас тоже такая продолжается Советская площадь. Раньше в той стране, куда я показываю камерой, были торговые ряды. Когда-то давным-давно. Ну, вроде площадь такая хорошая, большая, но в то же время и пустая. Как-то все голо. Может быть, конечно, площадь и должна такая быть, но мне кажется, она голой. Как вы думаете, ребят, напишите. Я не придираюсь. Просто реально она мне кажется голой. Чего-то не хватает здесь. Вот она у нас, часовня Александра Невского. Прямо перед входом в Кремль. Вон у нас ворота деревянные. И вот здесь, вот она, как я и сказал, была торговая площадь раньше. Это еще нашел фотографию 1916 года, поэтому прикреплю, посмотрите, как она выглядела. И вот они, ворота. Это у нас воссозданные ворота. Тут были когда-то Никольские ворота. Никольские въездные ворота. На валах слева и справа стояли вышки. Сам же вал имеет высоту где-то от 7 до 9 метров. И по факту все это дело создавалось в 12 веке. Мы с вами уже неоднократно были в Кремле. И не в одном. Показывал я вам разнообразные валы. Мы с вами их видели и в Ростове, и в Переславле. Вот такие они деревянные. Самих ворот нету. Есть просто вот для въезда машин. Сам Кремль как бы не раз разрушался, но самое разрушительное событие произошло в 1610 году, после которого он уже и не восстанавливался. Вот как остался вот в таком виде, и он до нас дошел. Это у нас пруд.
мостик. Это деревянное здание, это здание музея. И Успенский собор впереди. Пойдем сейчас к нему. Точная дата строительства вот этого Успенского собора, к которому я иду, она вообще не установлена. Но предполагают, что построили его в 1512 году. И в 1932 году его закрыли и открыли в нем музей. Вот где надо прятаться от солнца. Тут классно. Прохладно. Цветы высажены. Люди сидят, отдыхают. Дорожка у меня почему-то гравий. Надо выйти. Вот туда пойду. Не знаю, почему тут гравий. Ну, как есть. Розочки. Вот, а тут уже выложена брусчатка. Девочка смотрит какое-то видео в Ютубе. Поставьте лайк и подпишитесь, говорят. Вот он, Успенский собор. И справа колокольня. Вот такое внушительное здание. Мне больше колокольня нравится. Наверху у нас часы. Время, кстати, 15 минут 4. На самом верхнем ярусе такие колокола поменьше, а ниже уже, видите, большой. Да, прям один большой колокол и два таких средних. Вот такая парковая зона. Также есть таблички, показывающие направление и где что находится. Художник, как без этого. И пойдем сейчас прямо. Вот эти постройки на территории, вот она, раз постройка, два постройка, три постройка. В общем, здесь было здание, бывшее казначейство. В самом здании казначейства когда-то была и библиотека, и музей, и дом пионеров. А сейчас тоже в нем музей. Здесь же есть тюремный флигель. Это вот этот, по-моему, тюремный флигель. Да. Скорее всего, это он. Вот такое здание. Это у нас что? Это, наверное, музей, да? Нет, это гимназия. Да. Дмитровская гимназия Логос. Вот на территории даже гимназия стоит. Пойдемте почитаем, что раньше здесь было. Так, про гимназия женская. 1876 год. Вот. Здание сохранилось до наших дней. И тоже была гимназия, и сейчас тоже гимназия. Класс. Конечно, хорошо, когда здание не меняет своего назначения. Вот он, самый большой колокол. Так, и давайте сначала вот сюда зайдем, посмотрим. Здесь у нас вот музей, здание музея. И там у нас церковь Святой Праведной Елизаветы. Давайте сейчас с этой стороны. Тут булыжником все выложено. Сейчас посмотрим. Пушка стоит. Так, вот она, церквушка.
Но сюда, по ощущениям, как будто бы никто не ходит. Как-то так все. Вот здесь и были тюремные флигеля. Вот он. Раз, два. И в одном из флигелей была раньше тюремная столовая и каретный сарай. Так, а тут что у нас? Часть двигателя М-88 самолета с винтом. Можете прочитать, ребята, на паузу поставить. В общем, памятник, потому что погибли летчики при выполнении боевого задания. Все члены экипажа погибли, там указаны их фамилии. Вот так. В принципе, все в город едут только ради Кремля. Особо в городе, честно говорю, вот вы сами видели, смотреть нечего. Ну, много церквей, конечно, кто любит церкви, прямо вам сюда, здесь очень много церквей. А вот так, чтобы какое-то разнообразие было, ну, его мало. Дома, которые я вам показал, это остатки былой роскоши города. И, как я и говорю, что все едут в основном ради Кремля. Ну, наверное, если вы здесь никогда не были, то стоит разок приехать и посмотреть. Давайте зайдем сейчас в церковь и потом поднимемся на валы. Да, пожалуйста. Надеюсь, снимать там можно. О, тут тоже прохладно. Мне нравится вот, что лестница сделана. Прикольно, вот справа и слева смотрится, интересно. Такой проход лестничный. Давайте здесь войдем, посмотрим. Темно, сейчас картинка, наверное, поплывет. Такой стойкий аромат свечей. Очень темно. И пойдем сейчас налево, посмотрим, что там у нас. Вот здесь еще один зал. Святая вода. Кружки стоят. Можно, видимо, попить, кто желает. Ребят, напишите, как впечатление от города, от Кремля. Думаю, многие из вас уже видели подобные видео. Но от меня же вы не видели. Поставьте лайк, самое время. И мы сейчас с вами поднимемся на валы. Давайте позади себя покажу еще раз. Поднимаюсь на вал. Это как раз таки вот там вдалеке памятник Ленину, где мы с вами были уже. И сейчас сберусь на самую верхушку. Вот сюда даже на велосипедах вон заезжают пацаны. Все, я на самом верху. Тут сразу шум такой от фонтанов. Давайте обзор города вот так вокруг.
Здесь тоже можно подняться на этот вал и прогуляться до следующего прохода. Собор. Церковь. Ну что, ребят, вот такая небольшая прогулка по городу, по Кремлю. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока!